Привет, друзья! Сегодня в Германии сразу несколько новостей, которые вызывают много споров и обсуждений. Зачем министр образования предлагает квоты для школьников с миграционным фоном? Почему тысячи людей жалуются на работу почты и получают письма с недельными задержками? Куда ведут Германию внутренние противоречия в коалиции Фридриха Мерца? И кто оказался без работы в ведущих технологических компаниях на фоне искусственного интеллекта? А еще планы по солнечной энергии прямо из космоса и неожиданные отставки в немецких городах. Будет интересно, поэтому оставайтесь до конца, пишите свои мнения прямо во время просмотра и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. Итак, посол Тайваня в Германии Шей Джи Вэй, который почти 9 лет работает в Берлине, поделился своим взглядом на нынешнюю ситуацию в стране. Он рассказал, что за это время Германия пережила три серьезных кризиса: миграционный в 2015 году, пандемию коронавируса и энергетический кризис пришельцы, вызванный войной. По его словам, все эти события серьезно нагрузили общество, и люди чувствуют усталость от постоянных испытаний. Шей отметил, что знаменитый лозунг Ангелы Меркель «Мы справимся» звучал оптимистично, но на деле все оказалось гораздо сложнее. Несмотря на трудности, Германия смогла преодолеть испытания, хотя цена была высокой. Посол считает, что страна сейчас стоит спиной к стене и должна переосмыслить свою стратегию. Он подчеркнул, что Германии нужно мыслить более геополитически и уменьшить зависимость от других стран, особенно в энергетике и в высокотехнологической сфере. А дальше еще интереснее. В небольшой немецкой общине Альтхайм, расположенной в земле Баден-Вюртемберг, произошла неожиданная отставка главы администрации. Мэр Селина Холь решила сложить свои полномочия после многочисленных жалоб на ее работу. По словам 31-летней чиновницы, постоянная критика со стороны жителей и давление сделали невозможным дальнейшее выполнение ее обязательств. Холь подчеркнула, что пыталась наладить диалог с гражданами, но непрерывные претензии и конфликтные ситуации привели к тому, что она больше не видит смысла оставаться на этом посту. Администрация сообщила, что временно обязанности мэра будут выполнять ее заместитель, а выборы нового главы пройдут в ближайшие месяцы. И еще новость Германии, которая вызывает обеспокоенность. В Германии резко выросло количество жалоб на доставку. Люди все чаще жалуются, что письма и посылки приходят поврежденными, сломанными или с огромной задержкой. На сервисе Reddit теперь можно найти сотни подобных историй. Кто-то пишет, что за неделю письма появляются только по субботам, кто-то, что получает газеты с опозданием на дни, а вместе с ними и пачку писем. За первые 6 месяцев 2025 года федеральный регулятор получил рекордное внимание – 23 тысячи жалоб на работу почтовых служб, в то время как за весь прошлый год было около 44 тысяч. Большинство нареканий касаются именно обычных писем, это 60%, а 32% посылок. При этом основным объектом критики остается Deutsche Post, DHL, на них приходится 89% всех жалоб. С января в силу вступили новые правила доставки писем. Теперь на получение писем выделяется не 1-2 дня, а 3-4. Формально это законное изменение, но для многих потребителей это означает целую неделю ожидания. Особенно критично, когда задерживается важная почта, например, документы от налоговой, официальное уведомление или контракты. Представитель Deutsche Post объясняет, теперь письма приходят единовременно, в крупной пачке, это быстрее для компании, но неудобно для получателя. Да, у компании много оправданий, от перегрузки и высокой заболеваемости сотрудников до жары летом. Впрочем, количество жалоб не спадает. Где-то письма просто не доходят, где-то приходят, но уже бесполезны. Эксперты советуют, если отправляете важные документы, используйте заказную доставку или направьте копии заранее. А получатели должны сохранять трекинг и квитанции, чтобы иметь возможность восстановить ситуацию, ведь восстановление справедливости и добиться компенсации реально. И это еще не все. В Германии начинается серьезная дискуссия. Федеральный министр образования Карин Прин предложила ввести ограничения, то есть квоту на число школьников с миграционным фоном в классах. Идея была озвучена на фоне тревожных результатов по успеваемости, особенно в городах, где таких детей больше половины. Психолог-эксперт Ахмад Мансур оценил инициативу как вопрос века. Наконец-то поднята тема, о которой давно следовало говорить.
Поддержали ее и политики из ХДС ХСС, заявив, что нужна честная дискуссия и, возможно, вдохновение от успешных примеров за границей. Но сторонники квот далеко не единодушны. Опрошенные эксперты считают, что статистическая граница на основе происхождения – слишком упрощенное решение. К примеру, президент немецкой ассоциации учителей Хайнц Петер Мейдинкер говорит, что важен не миграционный фон, а именно языковые навыки каждого ученика. Он предлагает стимулировать школы, которые грамотно смешивают состав учащихся, а не внедряют строгие квоты. Среди противников прозвучала жесткая критика от СДПГ и левых. Их представители считают квоту формой исключения, а не поддержки, и указывают, гораздо важнее инвестировать в дополнительные уроки, помощь от соцработников и вовлеченность родителей. Похожую позицию заняла и министр по делам интеграции. Вместо числовых ограничений нужны реальные ресурсы, тысячи новых педагогов и финансирование школьной социальной работы. Критики, например, учитель-общественник Боб Блюме называют квоту не только популистской, но и незаконной. По его мнению, разделение по происхождению вступает в противоречие с Конституцией, а в школах и так существует недостаток справедливости, квота его лишь усилит. А еще одна важная новость с самокритикой коалиции Фридриха Мерца. Фракционный лидер от ХДС ХСС в Бундестаге Йенс Шпан по итогам первых 100 дней работы нынешней коалиции Социал-демократической партии Германии охарактеризовал состояние правительства как «сладко-горько». Он отметил, цитата, «сладко, потому что мы многое уже реализовали, горько из-за той атмосферы, которая сложилась в работе». По его словам, одной из ключевых причин напряженности в коалиции является отсутствие опыта у многих депутатов. Цитата. «Половина наших депутатов еще никогда не управляла», сказал Шпан, подчеркнув, что это обстоятельство осложняет слаженность работы парламентских фракций. Помимо этого, он указал на острую парламентскую расстановку. Нынешнее большинство у будущей коалиции заметно тоньше, чем в предыдущих составах черно-красного правительства, а политические силы, по его словам, сейчас растягиваются в разные направления, и это усугубляет внутренние противоречия. Тем не менее, Шпан остается оптимизмом и видит большие точки соприкосновения между его блоком и Социал-демократической партией Германии. Он выразил уверенность, цитата, «Все, что прописано в коалиционном договоре, мы выполним. По остальным вопросам будем договариваться и искать компромисс». А дальше новость, которая показывает реальную картину, что происходит в трудоустройстве в Германии. Половина ведущих крупных технологических компаний сокращает набор новых специалистов. Количество вакансий для выпускников вузов, особенно в сфере компьютерных наук, сократилось более чем вдвое по сравнению с 2019 годом. Об этом свидетельствуют данные в журнале Fortune, который фиксирует значительное влияние искусственного интеллекта на рынок труда. Один из примеров стал выпускник информатики Кеннет Кан из Портленда. Он потратил год, отправил более, внимание, 2500 резюме, в ответ получил всего 10 приглашений на интервью. Только после многочисленных попыток он договорился о работе в компании, где проходил стажировку. Но многим его однокурсникам повезло гораздо меньше. Некоторые ищут работу уже 2 года. Такая тенденция особенно заметна среди начинающих специалистов. В Соединенных Штатах Америки, например, позиции для новичков сократились на 34%, тогда как вакансии для опытных сотрудников снизились на 19%. В Германии ситуация еще сложнее. В области разработки программного обеспечения число капитальных позиций уменьшилось, внимание, на 54%, в то время как для специалистов с опытом сокращение составило 15%. Аналогичная тенденция наблюдается и в сфере технической поддержки, где предложения работы для начинающих уменьшились более чем на 40%. Что же происходит? Компании все чаще используют инструменты искусственного интеллекта вроде чата GPT для автоматизации задач, которые раньше выполняли молодые специалисты. Это лишает их основного источника опыта и карьерного старта. Например, эксперт из Сингапура Георг Сёллер предостерегает, цитата, «Если этому поколению отказывают в шансах, мы отсекаем будущее отрасли». А дальше важная новость. Солнечная энергия из космоса. Идея, которая привлекает внимание многих стран и превратилась в настоящее поле научной и технологической конкуренции. Среди ведущих игроков те же Соединенные Штаты Америки. Исследователи из Калифорнийского технологического института Caltech уже в 2023 году впервые передали энергию из космоса на Землю с помощью экспериментального спутника.
Это стало этапом к сооружению полноценной космической солнечной станции. Европа тоже не отстает. Европейское космическое агентство развивает проект Солярис, который к 2030 году должен позволить провести испытания в космосе, а к середине 2040-х начать подавать энергию на Землю. Подобная станция сможет обеспечить, внимание, до 10% прогнозируемого потребления энергии в Европе к 2050 году. Китай со своей стороны работает над амбициозной программой. Уже к 2028 году планируется провести эксперимент по передаче энергии из низкой околоземной орбиты на Землю. А к 2050 году в планах полноценный коммерческий орбитальный комплекс на геостационарной орбите, способный вырабатывать до 2 гигаватт. Дополняют картину и другие участники. Это Япония, Индия и Соединенные Штаты Америки. Они продолжают работать над технологиями передачи энергии через лазеры и микроволны. Эти разработки направлены на создание круглосуточного, устойчивого и беспрерывного источника энергии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.